Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Продолжаем нашу рубрику «Новые ветви истории персонажей». Сегодня я расскажу про Сара, Анджела, урожденная Марино. Сара, Анджела, урожденная Марино. Персонаж игры Мафия Lost Heaven. Ее переиздание Mafia Divinity Edition. Сара Анджело, урожденная Марино, дочь Луиджи Марино и жена Томми Анджело. Она поженилась в июне 1934 года, и у них двое детей, дочь и сын. Бесплатные игры в нашем сообществе реально? У тебя не хватает денег, чтобы купить желаемую игру? Мы поможем. Присоединяйся к нашему сообществу, чтобы не пропускать раздачи грандиозных игр нашего века. Ссылочка в описании. Сара родилась у Луиджи Марино и Кэ Марино, которые причиняли Луиджи вред всем, что попадается под руку, будучи пьяницами. Это приводит к тому, что Саре приходилось ухаживать за ранами своего отца. В 1932 году, когда Томми Анджело выигрывает гонку, он подходит к Саре, которая признается, что сделала ставку на европейца, прежде чем сказать ему отвезти Поле домой. Следующим вечером ее отец просит Томми проводить Сару домой, чтобы отпугнуть банду мужчин, которые сексуально домогались ее. Он отбивает от банды, но Сара, которая ухаживает за его ранами, отводит его внутрь и просит остаться. В 1933 году, когда Томми поздно возвращается домой после того, как отвез Сэма к врачу, она принимает его немедленное предложение, обнимая его. К 1934 году они женятся, и у них рождается дочь. Она поддерживает своего мужа во время его бегства из преступной семьи Сальери и временно расстается, пока он отбывает 8 лет в федеральной тюрьме. В 1951 году пожилая Сара видит, как его дочь выходит замуж. В том же году ее мужа Томми убивают Джо Барбару и Вита Скалетто, солдаты преступной семьи Фальконе. У вас посетите Бусти, вы увидите закадровые смешные нелепые моменты и узнаете о планах канала. В Мафии Lost Heaven Сара представляет как очень спокойная и рассудительная девушка, которая очень хорошо относится к людям, помогавшей ей или ее отцу. Сальери она считает чуть ли не дедушкой, а за Поле переживает из-за его вспыльчивости и непредсказуемого поведения. Очевидно, к Томми она уже присматривалась какое-то время, пока их не знакомит ее отец. Далее по сюжету она больше не появляется, но по поводу нее с Томом разговаривают некоторые персонажи. Предположительно, по советам Фрэнка и Поли, Том старался никаким образом не втягивать Сару в свою работу в мафиози. В Divinity Edition Саре уделено больше экранного времени. Теперь она не просто эпизодичный персонаж, появляющийся один раз в одноименной главе, а один из ключевых персонажей игры. В эпилоге игры показываются сцены со свадьбой дочери Сары, и это единственный момент за всю серию игр, когда игрок сможет увидеть их уже возросшую дочь. Третьим пассажиром Тома в главе «Бегущий человек» является Сара, либо использована ее модель. Довольно странно, что Сара и ее дочь не отреагировали сразу же на смерть Тома. Возможно, их не было дома в момент убийства, или же они жили отдельно. В Divinity Edition она и их дочь, и муж дочери прибегают после выстрела. Сара любит музыку. У нее дома есть собственный граммофон, а также пианино, на котором, скорее всего, она умеет играть.
По словам Эннио Сальери, Сара работал в баре с детства. Необычно, что лучшая подруга Сары – проститутка. Члены преступной семьи Сальери знают Сару за ее великолепные кулинарные способности, где, как и в оригинальной игре, она была ужасным поваром. И на этом история про Сару Анжелу, рожденную Марино, подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте выполнять действия, которые видите прямо сейчас на ваших экранах. А мы на лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Паик.